Всем привет! Меня зовут Иван Гадышев. Я являюсь техническим руководителем компании Mario. И по вашим многочисленным запросам мы решили снять серию видеоуроков. В сегодняшнем видео мы рассмотрим технические моменты по работе со световыми линиями. Пройдемте на наш полигон. На сегодняшний день на рынке натяжных потолков существует большое количество видов световых линий. Сегодня рассмотрим самый популярный профиль. Это профиль от компании Flexi шириной 3 см. Также у компании Flexi в арсенале имеются более узкие световые линии. Ширина световой линии составляет 15 мм. Отличительная особенность широкой 3 см и от узкой в том, что в более широком профиле мы можем заложить более мощную ленту, впоследствии чего этот профиль можно использовать как источник основного света. Первоначальный этап заключается в подготовке профилей, сборке конструкции и монтажа светодиодной ленты на данную конструкцию. Это одна из самых простых конструкций, которая в принципе собирается непосредственно на объекте. В данной работе используем обычные 2-миллиметровые гвозди, откусываем шляпку и сгинаем ее под углом 90 градусов. Получается вот такой вот уголок. Стыкуем профиля между собой на обычные гвозди. Конструкцию собрали, начинаем вклеивать светодиодную ленту. Один из способов пайки ленты – паяльной пастой. Если под рукой нету паяльника, можно использовать данную пасту. Наклеили ленту, нужно заизолировать пайку. 3 варианта: либо термоусадка, либо изолента. Самый простой и быстрый, не знаю, мы вот просто двойной скотч наклеиваем, и она уже, провода между собой не сомкнутся. Все, предварительно обезжирив все это дело. Размечаем место установки конструкции предварительно. Предварительно подвесили конструкцию, ребята по лазерному уровню выставляют ее и фиксируют жестко уголками к потолку. Обработали углы напильником и проклеиваем все стыки холодной сваркой. Сейчас раскручаем и подключаем диодную ленту и проверяем ее. После того, как мы убедились, что лента исправна, фиксируем провода, если это требуется, и приступаем к натяжке полотна. В процессе монтажа решили добавить линии, и показать, как оборвать линию на потолке. Сейчас продемонстрируем, как изготавливается окончание световой линии. Мы сделали разметку для гвоздей, чтобы сделать окончание линии.
Поставили окончание и зафиксировали гвозди, просто пролили космофеном, чтобы придать полную фиксацию. Ну, обезжириваем профиль и вклеиваем ленту. Проклеиваем торцы алюминиевым скотчем, чтобы не было засвета на полотно в ночное время. Ну и все углы. В том месте, где мы обрываем линию, мы вклеиваем двухсторонний скотч для непосредственной фиксации его по месту. Приступаем к натяжке полотна. Где линии у нас замкнуты там, или с примыканием к стене, мы гарпуним в цеху, а где идет обрыв линии, мы уже вклеиваем по месту. Основную работу ребята проделали. У нас осталось смонтировать внутреннюю световую линию с обрывом. То есть, где световая линия у нас замыкается, да, либо там примыкает к стене, это все гарпунится по месту в цеху. А те линии, которые обрываются на полотне, их всегда монтируем по месту, вот таким способом. Клеим гарпун, а окончание приклеиваем на двухсторонний скотч. Гарпун приклеиваем где-то от пару сантиметров до конца линии, оставляем, клеим. И то же самое с другой стороны. Все, клеится гарпун, одна, вторая полоса. Разрезаем косынкой и вот эту косыночку вклеиваем на двухсторонний скотч, который заранее подготовлен на световой линии. Разрезаем полотно небольшими отрезками, подчаливаем, чтобы у нас потом в конце не стрельнуло, не порвалось полотно. Потихонечку, не спеша. Произвели монтаж двух полотен. Осталась заключительная стадия – это поставить вставку по периметру и светорассеивающую ленту. Наши монтажники успешно завершили монтаж натяжного потолка со световыми линиями. Мы по максимуму продемонстрировали все технологические нюансы. Если у вас остались вопросы по данному видео, задавайте их в комментариях, делитесь впечатлениями о данном ролике и предлагайте тему, которую вы бы хотели увидеть в следующем уроке. Мы обязательно снимем для вас новый ролик. Подписывайтесь на наш канал. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Будьте первыми вместе с Марио.